Всем привет! Направляемся в Альвар, 185 километров от Дели, штат Раджастан. Даже утром рано виден смог над Дели. Ну а сейчас попытки найти кофе. Попытки найти кофе продолжаются. Но пока только кокосы. Казалось бы, Индия. Здесь должно быть много машин, но нет. Их нет. Что-то происходит здесь. Мы налог? कितना लेगा कितना ही करना То есть, чтобы сейчас 500 проехать, 450 आएगा जी ठीक है करे हाँ чтобы сейчас проехать, получается, мы एक नंबर दे रहा हूँ उस पे 500 डाल должны заплатить этому дяденьке. दान खरीद Объяснение. Камеры не срабатывают на считывание. Вот есть специальные эти люди, которые вбивают данные машины, и вы оплачиваете по QR-коду проезд по этой трассе. Что-то он нас не видит. Может, поближе? आगे करूँ थोड़ा Свернули на трассу, которая называется Мумбай-Экспресс. То есть это самая лучшая дорога в Индии. Самое лучшее покрытие, скоростное. Машин практически вообще нет. И этому есть объяснение. Она платная. Не все хотят ехать по платной дороге. Это, конечно, звучит абсурдно, но смотришь на поля, и они выглядят чище, чем многие улицы в Дели. Реально ухоженные. Никакого мусора, все четко. И водитель, драйвер. Кофе нам так не удалось попить. Девушка нас обманула. Мы проехали километров, наверное, 20 куда-то в сторону. Вообще никаких заведений. И вывески, которые показывают рестораны, тоже нету. В этом, конечно, минус. Минус платной трассы. Здесь нет ничего, в принципе, кроме дороги. Хотя, казалось бы, Индия должно быть всего много, но этого нету. Поэтому развернулись и выехали на основную трассу. О чудо! Мы нашли кофе. Можно перекусить. Можно термос купить. Можно на ребят посмотреть. Здесь очень жарко. Дышать нечем внутри. Тут же заправка. Получив заряд кофе, теперь можно объяснить, куда мы едем. Конечная наша точка – это деревня, где все женщины, ну или практически все женщины занимаются проституцией. От мала до велика, от совершеннолетия до старости. Это основной вид заработка в этой деревне. Мы практически на месте. Идут договоры вот с этими ребятами. Они звонят старшему. А они мусульмане? Да? You Muslim? Yes. Домик из кизиков. И раз такие вижу. Не район, а просто сказка. То есть, в принципе, я могу здесь жениться сегодня, правильно? Свадьбу сыграем. Дао поедим с рисом.
Идем тебе. А я могу здесь получить штамп в паспорт? Ну что, все. Вылез? Да. Можешь, конечно. Сегодня? Можешь, да. Готов? Не знаю. И хочется, и колется. Буйволы. Вот это что за домик? Это не домик. А что это? Это кака. Кака? Ага. А, ну это кизяки, они просто, получается, их сложили в кучу и замазали. Наверное, зимой это все это пломба снимается и уже вытаскивается. Здесь очень и очень пыльно. Каждый километр с лица снимаем по сантиметру пыли. Опять договоры. Естественно, без денег никто общаться не будет, поэтому придется давать 100%. А вот уже сумма, это на месте решать. Главное, чтобы нас там не прибили папочки. Потому что, ну, белое лицо. Мы и так здесь выделяемся, он тоже городской получается. А я вообще как белая ворона здесь. Точка отсчета 10 километров. Будет 2 толя. Вот после второго толя стоят девушки на трассе. И мы наконец-то добрались до малинника. Пришлось вытащить камеру, сказали это сделать. То есть мы как будто журналисты. Едем на интервью. Первый толь. Хорошо, что здесь женщин нет, это бы опять на нас напали. Съемки запрещены. И мне кажется, что здесь жарче. 40 или 50 рупий стоит билет. $50 рупий. Пшеницу убирают вручную, просто с помощью серпа. Все-таки я не выдержал, попросил остановиться возле этой кучи. Здесь какие-то пчелы дикие живут. Нас эта куча интересует. Вот, чтобы вы понимали, здесь кизяки сложные вот такими вот пластинами. И просто она сверху обмазывается каким-то узорчиком. И зимой видно, вот они раскрывают, достают часть. Прикольно. Здесь идет. Солому дробят. Основной вид деятельности это фермерство. Зерновые, разведение буйволов, молоко, мясо. Банановый рай. Много мест проехали, где стоят такие горшочки глиняные с обмотанной тканью какой-то. И вода продается. Привези мне коралловые бусы. Сейчас сидели красивые тетеньки, накрашенные, но не факт, что это те, кто нам нужен. Пообщались с рикшистом, и он сказал, что да, мы проехали, но там, говорит, получше геолокация. 19-й помогала у нас. Thank you. Where are you from? Russia. Thank you, भाई. Welcome. Ты же, он, наверное, такой подумал, приехал из России, чтобы это... Съехали на дублер. Вокруг, как обычно, в Индии. Музыка, пакетики. Здесь какие-то строения, видно, никто не живет. Может быть, это какое-то училище, школа, не знаю, храмовый комплекс. Но очень странно видеть. Для Индии, в принципе, каждый кусок земли важен, поэтому заброшенное непонятно.
Нас кидают то туда, то сюда, то туда, все, вот мы кружим. Где-то вот рядом оно, но Thank you, भाई. никак. Подожди, ты просто спросил, где это место, и они сразу говорят, Что мы поняли, что ты хочешь. Мы знаем, что ты хочешь. ну давай это будет, знаешь, как под знаком Пи. Нормально? Да. Скрытая такая информация. Пи. Где можно найти пи? Давай, давай. Ну или как вариант 3,14. 27 мужчин сидит там. Езжайте, говорит, опять куда-то в поле. Я вижу по зеркалам. И все смеются. Привез, говорит. Он им рассказывает. Привез вам белого. Им, то есть. Они берет 250 за час. 250 тысяч. Нет, рупий. 250 рупий за час? Да. Он говорит, что давай ты даешь 250 и пойдешь с ним внутри, а там можешь снимать интервью. А, ну можно и так, в принципе. 250 рупий за час. Я остаюсь. Деревня, покрытая мраком. Солнышко, видно, хорошо прижигает. За 250 рупий можно Бауди, 2 मिनट बात सुनो। флористом стать и увезти отсюда все цветы мира. Ты сейчас у этого дедушки спрашивал почти шепотом, почему так, объясни. Ты, может, что-то не понимаю. И такой старый человек. А из-за этого, чисто из-за возраста. Очень странный вопрос я дал ему. А, то, что он взрослый, ты ему... Ну, он, я думаю, что осведомлен. Да, ну все равно некрасиво, да? Ты спрашиваешь там какой-то дедушка. Угу. Я понял. И ты продает тетки тут. Как сюда, вот смотри, сюда едут дальнобойщики в Джайпур, да, например, Да. на фурах. Как они вот сюда, они же на фуре сюда не заезжают? Ну это Пешком проходят? Или там их на рикше сюда довозят? вот там девушки. Я вижу, да? Человек 5 сидит, 6, 7. Мы на месте. Микрофоны работают, уговорили, но не все соглашаются даже за деньги. Поэтому очень молодые все девочки, реально очень молодые. И вот прям дом за домом вот так стоят, они выходят. Говорит, что 22 года, но там нет 22 лет, там я думаю, что... Ну, то есть так, 18. В этом доме сначала согласились, потом отказали. Поэтому сейчас идем в соседний дом. В общем, чтобы вы понимали, это дома идут в ряд один за одним. Я не могу просто здесь наводить камеру, они кидаться начнут. И очень много девушек, некоторые из них очень молодые, даже, мне кажется, они несовершеннолетние. Мы зашли в комнату. Ну, вот так вот выглядит место, где люди улетают на небеса. Что-то обычная маленькая кроватка. Вот так вот выглядят дома. Вот они вот. Такие трехкомнатные, двухкомнатные клетушки. И отовсюду выходят девушки. Hello, здрасте еще раз. Как зовут женщину? Namaste, आपका नाम क्या है? Anita. Анита, его зовут Анита. Анита. У меня вопрос такой. Вот мы заехали в эту деревню. Получается, здесь вся деревня занимается проституцией. जैसे अब इधर अभी गांव में आए तो हमने नोटिस किया पूरे गांव में यही चलता है हाँ, जैसे पूरे गांव में नहीं मतलब आधे गांव में जो जितना इधर गोल गोल है पूरा सिर्फ यही है धंधे वाला बाकी और बाकी सब गृहस्थी का. вот этого места, этого круг, да, этого комплекс. Тут везде вот проституция занимается. Еще вопрос такой. Получается, в каждой семье есть тот, Вот кто этого комплекс, да. есть тот, кто продает тело. Да. Бывает такое, что мама, дочка. जैसे इस हाँ, जब इधर आओ. Монтензю нужно охладиться. नहीं नहीं अभी उनका चल रहा है आप इधर आ जाओ. आप इधर आ जाओ. तू उधर चली गई अभी. Так, продолжаем нашу дискуссию. Пришла молодежь. Последний вопрос. Последний вопрос. Может такое быть, что и мама, и дочка занимаются проституцией вот из одной семьи? जो जैसे आपने बताया इस कंपाउंड में जितने भी घर हैं वहाँ पे ये चलता है.
माइक में ना आवाज आती है, बिल्कुल नहीं बोलता। Пускай разговаривает. बाहर हो। Попытка номер 4. Вопрос Аните. Бывает такое, что в семье и мама, и дочка занимаются этим делом? जैसे आपने बताया इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ यही काम चलता है, तो पूरी फैमिली में ही है कि कोई माँ बेटी? मतलब हमारा पूरा फैमिली ये इसी धंधे में ही है। Да, सिर्फ полностью семья। То есть это без проблем? Без проблем, да. А как к этому относятся мужчины? Вот, ну, я так понимаю, у всех же есть папы, дедушки, जो घर के जो मर्द हैं, चाहे किसी का मुझिया। किसी के बाप है, किसी का पति है। हाँ, किसी का नहीं है। हमारे जैसे हम जैसी लेडीज है, हमारा कोई पति नहीं होता। अच्छा, अब खोटो में हाँ, कोई पति नहीं होता। अच्छा। हमें अपने बच्चों की माँ है और हम ही बाप है। सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह? कोई मदद नहीं आती है। То она одна, есть дочка, но муж его больше нету, государство не помогает, поэтому они все занимаются. А мужчины есть вообще здесь в семьях? घर में कोई मर्द आपके नहीं है, राइट? नहीं। Нет. Нет, мужчин нету, мужей нет, получается. Нету. То есть это только дочки, девушки на мама и бабушки. Да. У них есть какие-то документы, например, паспорта, там, ID? आप लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह बने हुए हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड? नहीं, कुछ नहीं। Нет. То есть они вообще без документов. Без документов. И я так понимаю, что они относятся к самой низшей касте. Ага. वैसे नहीं जाएंगे सर अपने। О чем-то общаются они. Когда они школу ходит, да, дали попиток, что давай, чтобы маленькие девушки, они не дали эту работу, не занимали этим, давай будем учить в школу. А там остальные все люди, им как-то мешает, да, говорят, что ты будешь делать, почему ты будешь изучать, все равно ты будешь проститутка. А, все, я понял. Ну вот это пятно, оно остается, Да, получается, на этих людях. Им вообще тяжело найти работу? очень, не дадут. То есть आपको यहाँ पे कोई भी आपको हेल्प नहीं करता गाँव में, ना कोई काम को लेके, ना कोई किसी चीज़ को लेके, राइट? Нет никакой помощи откуда ни. То есть прежде чем прийти на работу, по-любому будут спрашивать, Да, откуда да, ты, к какой касте относишься. Да, И... мешает, все равно мешает. А если обманет? Или нельзя такого делать? Не сказать, например, जैसे чем она आपने занималась? झूठ बोल दिया कि भाई मैं यहाँ से हूँ, फिर भी आपको काम नहीं मिलेगा या कैसे? नहीं, वो क्या है, फिर पूछेंगे आपकी जाति क्या लोग है, शेर अपना था। आप किस कास्ट से हो, समझ गया, आप पकड़ा कितनी तो जाएगा ही, पढ़ी झूठ तो हो। पकड़ा जाएगा ही. फिर इंसान को कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिल ही जाए। Može da manut raz, no все равно люди понимают, да, через какое-то время ты не можешь скрывать, हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, अपनी जाति भी नहीं बता सकते। ये तो आप भी समझदार हो, आप भी पढ़े लिखे हो। हमारे बच्चे ये नहीं कह सकते कि हमारे माँ धंधे से हैं। हमारे बच्चे से पूछा जाएगा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो हमारे बच्चे बताएंगे, बताओ क्या नाम बताएंगे। No все равно в школе, везде, никому говорит никто. Поэтому То есть они обречены, получается, это вот все женщины да, в этой деревне будут заниматься 100% 100% проституцией. ऐसा है. ये कवन गारंटी Сели жизнь. Пришла молодая девушка, как ее зовут? आपका नाम क्या है? Каришма. Ее зовут Каришма. Каришма. У меня вопрос такой, самый молодой возраст, когда начинают здесь девочки заниматься, сколько? जैसे यहाँ पे आपके साथ जो सहेलियाँ हैं या फिर आप भी हो, किस उम्र में आपने देखा होगा ये काम शुरू करते हुए इनको? नहीं बेटा, हमने नहीं देखा, हम तभी आए। लोग हो गया इसलिए अभी तो एक ही शब्द पूछो है। Нет, со скольки лет вот я начинаю? क्या हुआ आंटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब हम नहीं जानते किसी को कि कितनी उम्र में धंधा करती है नहीं। ठीक है आंटी, मैंने तो नाम भी नहीं पूछा ना आपसे, भी आप मेरे को कोई हम मुखबरी तो थोड़ी कर अभी रहे हो. अभी आए बेटा। आप मुझे कोई मुखबरी थोड़ी कर रहे हो कि करिश्मा इतने में कर रही थी या कोई इतने में вопрос она сказала, что не будем. Другой вопрос, да. На этот вопрос не будет. Ну я понял, значит там несовершеннолетние участвуют. Следующий вопрос, где все их мужья, отцы? Не может же быть такое, что все они разведенные и здесь живут? То есть мужчин-то Мужчин нет вообще в семье. вообще в этом роду нет. Нет. То есть это от каких-то клиентов, я так понимаю. Да. Нет отец. То есть отца никто не знает здесь. Никто не знает. Расческа и что-то еще за дешевое. एक सेकंड बस हो गया. Есть вообще какие-то проблемы у девушек вот из-за того, ну, связанные с этой профессией? आपको जैसे अब इस टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या क्या मुसीबतें अपनी ज़िंदगी में बता सकते हो थोड़ा? जैसे आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है, स्कूल वगैरह जाने में, स्कूल कॉलेज कोई हर महीने कोई खर्चा सरकार की कोई तरफ से. खर्चा नहीं आता, कोई मदद नहीं मिलती। कोई मदद नहीं Государство не помогает им вообще, не дадут никакие деньги, школа не принимает им, университет не принимает им, нет работы. Основные клиенты кто? मशीनें С трассы. मैक्सिमम जितने भी मर्द यहाँ पे आते हैं वो गांव से आते हैं, बाहर से भी आते हैं.
वहाँ से भी आ जाते हैं, गाँव से भी आ जाते हैं। Из разных мест так мужчины придет. Смотри, если их никуда не принимают, ну, сам понимаешь, что с дороги не все чистые, да? Если вот мужчина больной и женщину наградил какой-то болезнью, बीमारी भी हो सकती है, आपकी जान पे भी आ सकती है. हाँ जी, हाँ जी। как они лечатся, если их не принимают в कोई больнице? मदद मिलती है, ऐसे कोई डॉक्टर वगैरह पे. हाँ, डॉक्टर लोग आते चेक करते हैं लोगों को। Иногда приезжает उसको доктор, कॉन्डम भी देते हैं। То есть обследуются они. дадут презерватив, делают обычный чекап, что там есть заболевания или нет. महीने के महीने चेकअप करते हैं सरकारी हॉस्पिटल से या सरकारी हॉस्पिटल। संस्था महिला वाले। NGO, какие-то NGO, они приезжают с врач. То есть все-таки государство какой-то контроль ведет, Да, учет. какой-то маленький, да. Если не секрет, сколько стоит час услуги здесь? जैसे आप लोग क्लाइंट से कितना पैसे लेते В रुपиях. पैसे वैसे नहीं देते हैं। अच्छा, नहीं будет вопрос это. Отдали деньги девушкам. И там сейчас начинается Делилово. Жарко очень в комнате, очень жарко. На тот вопрос, который они не ответили, 200 рупий стоимость девочки. Пришла вот эта бабушка, которая самая старшая, ну, цензор. Она ушла, и они уже готовы по-другому разговаривать. Говорит, хочу цветы. नहीं है सच्ची. बेइज्जती करो А вон те, что за мужики दे दो यार नहीं है सच्ची. стоят там? Мы выезжаем отсюда. У нас закончились деньги, потому что каждой бабушке, тетушке нужно давать. Поэтому сейчас выезжаем на трассу поменять. Хочется пообщаться. Хотел сказать поближе. Не поближе, а в смысле пооткровеннее. Они стесняются, вот этот ценз. Ну, знаете, чего они боятся? Они боятся, что это может, например, выйти на местное телевидение и приедут дяденьки или полицейские, или еще кто-то, и просто по башке им настучат за такие интервью. А так, без проблем. Люди едут без остановки. Вот сейчас тот, кто остановился возле нас, он тоже идет туда. Но он, по-моему, сик, потому что у него тюрбан такой своеобразный. Все идут туда. То есть сходить туда — это как большую пачку чипсов купить. Ну, настолько обесценена здесь женская услуга. Вот нашел один человек, который будет там с этого девушки встречать. Ну, он говорит, что, блин, очень плохо состояние, тут ненормально. И они берут 200 рупий. Ну, это я сказал уже, да. Да. Работают 24 часа, 20. круглосуточно, Да. без остановки. Да. От мала до велика принимают всех. Но мне кажется, вот по поводу врачей, я не думаю, что здесь все чисто. Ну, приехал врач один раз в месяц, там, обследовал, там, какие-то таблетки, раздал там резинки, но 24 часа с трассы заезжают немытые ребята. Поэтому болеет, не болеет, здесь, по-моему, на это дело всем пофигу. А вы любите вино «Букет Молдавии»? Или Чувашии? Чувашии, по-моему. Или Молдавии. Какое-то вино есть с букетом связано. Вот этот человек, который нам попался, вот он говорит, что он сюда ходит в день по 2 раза. То есть, ну, за такие деньги можно и по 5 раз. Для тех, кто зарабатывает, для них это... Работает там около 50 девушек. Соответственно, вот мы зашли в комнату, это рабочая зона. Если туда пройти внутрь, там идет общий такой, ну не коридор, общая улочка небольшая, и они уже, там уже дальше жилье. Кухня, мухня, все эти дела. Индийское танго. У овощника спрашивают, можно ли поменять. Может быть, как кавальер. Купить фруктов им отвезти, пусть поедят. Между прочим, около 10 лет назад у женщин здесь появились такие очень сильные права. То есть она может взять на себе, разорвать платье и обратиться в полицию, сказать, что ты до нее домогался. До того момента, пока все это дело суд разберется, ты будешь сидеть. И неважно, просто
чисто от ее слов оттолкнется полиция. Получается, это какой-то круг сансары. Даже если ты не будешь заниматься проституцией, поступишь в школу, тебя там будут постоянно гнобить, в тебя будут тыкать пальцем, говорить, Не туда, нам там. что ты из этой касты. Это пятно на всю жизнь. Не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы к этому люди относиться стали более лояльно. Но это навсегда. Человеческой жизни не хватит в Индии, чтобы изменить, очистить это пятнышко. Пока искали обменник, остановились вот как раз тут рядом. Девушки тоже занимаются. Эти уже возле трассы стоят. Очень маленькие девушки, А здесь прям мелкие. Только хотел я задать вопрос, если мальчик появляется, куда, ну, может быть, аборт делают, если они узнают. Хотя нет, мальчики появляются, вон они есть в семьях. Все переплетено здесь. То есть в этих семьях желательно, чтобы родилась девчонка. Потому что это будущая прибыль. И вот мы сейчас стоим, он договаривается с ними. Как только я вытаскиваю телефон, начинают сразу все закрываться и убегать. Чуваки едут на мотоциклах и взглядами оценивают, кто покрасивее. Соответственно, сразу договариваются. Вот все, кто вот здесь едет, это все ищут девочек. Никак не можем разменять деньги. И как-то стыдно к дамам без фруктов. Даже у меня есть там копейки, может, на них купим? Мы остановились возле... Они за мной смотрят внимательно. Здесь, по-моему, даже 14 лет нет. То есть это просто девочки лет по 12, по 13. Короче, трешак полный. Самое главное, что у всех намазаны губы одной помадой. Все, абсолютно все красные. Любимый цвет. И вся улица. Вероисповедание у девушек разное. Это есть и одной веры, и другой. Не будем называть все это вслух дело, чтобы никого не огорчить. Сегодня большая часть девушек будет занята, потому что заканчивается праздник, и все будут заняты. Получается, что мальчик, который вырос в этой семье, относится к этому уже нормально. Он знает, что его мама занимается этим, сестра занимается этим. То есть здесь это норма. Ничего необычного. Провели консилиум максимум 14-15 лет всем девочкам здесь. Максимум. Вот это вот старухи, их видно, а эти прям, реально там дитё, просто дитё. В надежде найти рупии. Вообще, получается, это полностью мусульманская деревня. Очень много людей в тюбетейках, мужиков. Многое, конечно, не укладывается у меня в голову, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Продолжаем поиски. Никак пока не получается. Никто не хочет менять. Или боятся, или здесь это не распространено. Пообщались с местными. Здесь действительно много мечетей. И я неправильно сказал, это не каста неприкасаемых. Они не относятся к хинду вообще никак. Вроде бы наша проблема сейчас разрешится. Отправляются деньги с местной карты, и нам дадут наличку. В общем, на 3 вопроса не отвечают
девушки Пи это возраст, религия и сколько стоит. Ну, мы все это узнали. Возраст запретный, религия. Сколько стоит? 200 рупий. Один прием пищи. Как ты думаешь, какие фрукты им купить? Виноград или бананы? Можно яблочко, банана, что-то такое. Виноград не вижу нигде тут. Я видел там виноград, бананы. Здесь много бананов. Виноград? 2 килограмм. Почем он? 200. 200 килограмм. 100. Удивлять дам будем бананами. Взяли один арбуз, 5 килограмм банан и 2 килограмма винограда. Ну, просто реально дети, бабушки. Что-то я виноград захотел. В общем, отныне я банановый любовник. В этом ролике только. В других нет. Банановый Денис. Звучит нормально. Они ничего не сказали? Кто? Куда вам бананы? Нет. Не, нормально? Да. Просто спрашивали, откуда ты. И что он тут делает? Да. А ты не сказал, что я альфа-самец? Я сказал, что ты белый обезьян тут у нас. Это не будет. White monkey. White monkey come from Russia. Make video interview. Им интересно было, почему. Что тебе интересует? Что он тут делает? Да, что тебе интересует на этой девушке? Ты трахаться хочешь или что? Я говорю, нет, хочешь снимать интервью, помогать хочет им. Скажи, я хочу им словом помочь. Добрым. Я сказал, что ты хочешь помочь, чтобы они сказали свои проблемы и мир слышал. А они такие, зачем им помогать? Им пофиг, бла-бла-бла. Снимаем, пока можно поснимать. Вот в этой деревне реально все переплелось. Вот все, что можно, оно в куче. Для чего они вот это узор делают? इससे क्या होता है? होता क्या है? इससे? Они дарят хлебушек из этого. Хлебушек? А, хлеб пекут на этом. Да. Это как? Все, я понял. То есть вот так, если помечается, значит это используется только для приготовления хлеба. Да. Все, спасибо. Thank you. Обычный кизяк, который используется, так скажем, в благородных целях, поэтому к нему отношение и немножко иначе. Он красиво уложен, красиво оформлен. Сказать, что здесь нет мужиков, и есть. Ну да, есть. Видно. Просто поля. Смотрите, приходит время, и у этой старухи, у которой есть дочка от какого-то клиента непонятного, ее время проходит, ее время заканчивается. Ей нужно как-то жить, выживать, кушать, питаться, не знаю, одеваться, обуваться. Денег нет, а она уже не востребована. Соответственно, на подмогу приходит младшая родственница, она же дочка. То есть круг замыкается. Поэтому
Да, это страшно, да, это больно, да, это кому-то неприятно, но такова жизнь. Да, это не то, вот чем мы сейчас проезжаем другое место, здесь просто вообще взрослая группа. Да, да, вот все, мы на месте уже. Мужики сидят там без проблем. Что, она говорит, 2 минуты? Это тоже одна из мамок. Наша девочка, которая нам нужна, пока занята. Она пока на работе. 20 минут. Видео боком. Вот здесь стоит толпа. Там вся толпа это и клиенты, они тоже несовершеннолетние, им где-то лет по 16. Одному 15, другому 17 было, мы сейчас узнали. Приходится придумывать всякую херню. Народу стало очень много, прямо идут и идут и идут и идут, как в метро. Цех, конвейер заработал. Сейчас пытаемся даже за крупные деньги снять интервью. Банановому королю чуть не засунули банан. Последняя попытка. Здесь остановились, это мама с дочкой. Все, конечно же, взрослые. Не удалось уговорить, потому что мы приходили сюда, получается, утром, а сейчас уже вечер. Не вечер, а полдень. И очень много народу, как они сказали. То, что сейчас здесь творится, просто нет возможности показать, потому что реально телефон могут в одно место засунуть. От мала до велика все сюда идут. И они уже, клиенты сами начинают их пугать. То, что сейчас дашь интервью, у тебя будут проблемы. Это последний твой день в бизнесе, ну и т.д. и т.п. Естественно, все хорошо. Где-то возле гор. Половой акт за 3 копейки не проблема. Интервью без дотрагивания за отличнейший в 20-10 раз больше. Скромничать, стесняться. Выезжаем отсюда. Вот как раз вот с этой стороны будут девушки. Если не останавливаться, то можно запечатлеть. Другой мир. Другие реалии. Вот они прямо здесь уже находятся, эти девушки. Нет. Это какие-то цапли, это не девушки. Дальше они, по-моему. Да. Это скажу. То есть мы сначала, получается, проехали, вообще ничего не заметили. Да. Но все было рядом. Главное, чтобы в нас сейчас камень не кинули. Вот все вот эти девушки этим самым и занимаются. Прямо у дороги все это происходит.
Я не смог не остановиться еще раз. Хотел вам показать красоту. Даже говняшки красиво уложены в Индии. Красотень. Домик. Это узор. Вид сбоку. Ну, отсюда просто шедевр. Это реально хороший фон для фото. Еще раз к этому хворосту. Непонятный хворост. Вся жизнь в Индии возле трассы. И живут, и совокупляются, и магазины, и СТОшки. Все возле дорог. Здесь какой-то банановый рай. Очень много бананов и очень много винограда. И сладостей. После того, как мы уехали оттуда, я долго ехал и мониторил. Я вспомнил, что я видел мужчины преклонного возраста. Это точно были не клиенты, и они находились в помещениях вот именно не где происходила работа этих девушек, а где они жили. Это или папа, или кто-то из взрослых. Также впоследствии мы пообщались с одним, он говорит, I live here, я живу здесь, он местный был. Я так понимаю, это взрослый чей-то брат, которому лет 35, может быть, мой ровесник. И до этого я смотрел всевозможные передачи, где там все это преподносится в таком формате. Как так, мы не можем жить, все тяжело, нас нигде не принимают. На самом деле, они сами не хотят никуда идти учиться. Мы поговорили с одной девушкой, опять же, все это за кадром. Это слишком быстрые, легкие деньги. Да, это мизерные деньги, но это легкие деньги. Они еще молодые, они просто не понимают всю суть. Соответственно, отсутствие образования тоже говорит о себе. Поэтому тут каждый может домысливать, как он хочет, данную ситуацию. Мы ее просто запечатлели. Самое дикое для меня это не то, что увидите мужчину взрослого, там, преклонного возраста. Мужик, он и в Африке мужик. А именно то, что мама использует не по назначению свое чадо. Это немножко диковато. Даже немножко диковато. Абсурдные ситуации, они меня всегда преследуют. Пришел я сейчас распечатать документы и, в общем, сижу, заполняю бланк. И сотрудник стоит просто, и, давайте сказать, пукнул, издал звук. И я, чтобы не ставить его в неловкое положение, не поднимаю голову, не смотрю, я не слышал, короче. Ровно 3 секунды проходит, и он повторяет уже в 3 раза сильнее ситуацию. И я поднимаю глаза, смотрю на него, а он на меня. И в этой истории такое ощущение, что был я виноват. То есть он на меня с такими глазами посмотрел, как будто я это сделал. Всем пока.